Наконец-то стадия полировки нашего цикла запуска или анимации цикла драгоценных камней, как ты пожелаешь. Когда все наши клавиши будут выбраны, я нажму T и переключусь на интерполяцию Безье. Это то, что мы называем расщеплением анимации, потому что мы просто меняем кривую с постоянной на сплайн. И я должен сказать, что с нашей точки зрения это уже выглядит довольно круто. Я быстро почищу корневую кость. Поэтому я выберу его и использую единственную выбранную опцию в редакторе действий. При выполнении цикла передвижения лучше иметь постоянную скорость. Так что мне просто нужно сохранить первые и последние ключевые кадры и переключить их на линейную интерполяцию. Линейная интерполяция означает постоянную скорость. И пока мы оттачиваем анимацию, мы можем включить или отключить корневое движение, чтобы проверить траекторию движения нашего персонажа, двигаясь вперед или на месте. На этапе полировки может быть интересно использовать свойства, которые я создал на полосе. Ты можешь получить к ним доступ, выбрав кость свойств поверх персонажа. Свойства скрытия не должны вводиться ключом. Это ошибка, которую я совершил, так что я просто попробую нажать на нее и выбрать очистку ключевых кадров. Прятать ноги и прятать хвост, например, пока мы полируем туловище, очень поможет, потому что мы не будем отвлекаться ни на движение ног, ни на движение хвоста. И таким образом мы можем подойти к анимации туловища нашего персонажа как прыгающего мяча. Очень распространенное правило в анимации состоит в том, что все вокруг — это прыгающий мяч. Вот почему так важно простое упражнение кость. Всякий раз, когда ты изучаешь анимацию. Наконец, как всегда, очень важно использовать траекторию движения, как объяснялось ранее, я добавил ее в свой быстрый избранный, чтобы я мог быстро получить к ней доступ, нажав клавишу Q, но вы также можете найти ее в разделе «Свойства арматуры». Давай начнем с полировки контроллера туловища или корня туловища, если хочешь. Я спрятал хвост, но советую тебе также спрятать ноги, потому что в конце концов они немного отвлекают. Я спрятал их немного позже, но лучше спрятать их в самом начале. Сначала я поработаю над кривой расположения Z, так как это наиболее влиятельная кривая в движении этого контроллера. Это довольно просто, потому что она действительно похожа на нашу кривую прыгающего мяча. Есть два главных отличия. Я немного масштабировал верхний вектор. Так что мой персонаж как бы парит, когда достигает своей высшей точки. Так что это привносит немного стиля в мою анимацию. И второе, что у нас есть небольшое ослабление контактной рамки, потому что ноги нашего персонажа поглощают удар. Значит, у нас нет ломаного вектора на нулевом кадре и кадре 12. Помни, что нулевой кадр и кадр 12 должны быть одинаковыми. Так что я в основном немного пересмотрю положение первого и 11 кадров, а затем я буду масштабировать свой ключевой кадр на шестом кадре, когда я редактирую кривую, особенно такую широкую кривую. Я часто нажимаю только клавишу Q в порту 3D просмотра, чтобы получить доступ к моему быстрому избранному. И я обновляю траекторию движения. Не забудь проверить анимацию как с включенным root, так и с отключенным. Здесь видео ускорено в 2 раза, но у тебя есть кривая в правом верхнем углу. И на этом этапе ты должен быть в состоянии отполировать кривую. Опять же, как вид искусства, я не могу научить тебя всему об анимации, потому что многое в ней связано с ощущением движения. Так что ты должен чувствовать, хочешь ли ты еще немного подержать своего персонажа в воздухе или заставить его прыгнуть немного выше, немного ниже, это касается тебя. В чем я совершенно убежден, так это в том, что ноги действительно отвлекают. Так что не забудь спрятать их прямо сейчас. Сейчас я переключаюсь на кривую вращения X, и самое странное здесь то, что у нас есть наше вращение Xis, но также и W ваше вращение. А еще есть это странное название кватерниона. Не беспокойся об этом, пока мы сосредоточимся на кривой вращения X, Y и Z. Мы можем на какое-то время проигнорировать кривую вращения W кватерниона. И я объясню тебе вращение Эйлера и кватерниона позже в этом курсе. Кривая вращения X позволяет нам наклонять нашего персонажа вперед и назад.
Мы видим, что у нас есть важное изменение в повороте или ориентации туловища нашего персонажа, когда он соприкасается с землей и отрывается от нее. Я создал небольшое плато посередине, когда наш персонаж парит в воздухе, клавиши на 0 и 12 идентичны, и я повернул углы так, чтобы у нас был непрерывный поток кривой. Когда я редактирую эту кривую вращения, я думаю о том, как я хочу, чтобы вел себя мой персонаж. Это очень легкое животное с большой ловкостью. Поэтому я хочу очень плавного движения. Поэтому я хочу сформировать тело моего персонажа так, чтобы оно повторяло ход прыжка. И я изгибаю тело еще больше, когда персонаж приземляется и толкается, чтобы прыгнуть снова. Когда у меня появилось это ощущение, я исправил первые и последние ключевые кадры, выровняв их, используя индивидуальное начало координат. Это позволяет вращать оба ключевых кадра независимо, а затем я создал это маленькое плато, чтобы мой персонаж был немного более плоским или горизонтальным, находясь в воздухе. Это заставит его парить немного больше. И вот результат после полировки вращения X. Вместе Y движение нашего персонажа едва заметно, потому что большая часть движения вперед и назад генерируется корневой костью. А я использовал Y-образное расположение элемента управления телом во время набухания только для очень тонкой регулировки позы. Поэтому я увеличил масштаб кривой, потому что значения очень тонкие. И что я сделаю, так это просто выровняю кривую на нулевом кадре и кадре 12. Это устранит любое дрожание во время цикла. Позже мы можем включить модификатор цикла, чтобы вы видели непрерывность вашей кривой, и, возможно, было бы немного более интуитивно понятно редактировать их, чтобы выровнять. Я применю тот же процесс кривой вращения Y и Z. Они здесь для того, чтобы слегка крутить туловище нашего персонажа и слегка поворачивать его из стороны в сторону. Так что они просто немного общаются. Тот факт, что мы не использовали твининг, когда наш персонаж приземляется, означает, что его передние ноги приземляются не одновременно. Так что будет немного скручивания в плечах и в туловище, потому что все связано с нашим персонажем. И это нечто супер важное, когда ты анимируешь персонажа, помни, что все взаимосвязано. Значит, если ты пошевелишь рукой, это в какой-то момент заставит твои ноги двигаться. Я знаю, что это немного экстремально, но просто имейте это в виду, чтобы вы не забывали немного отполировать все или думать об этом всякий раз, когда работаете над крайностью вашего подрядчика. Так вот, что я сделаю для вращения кватернионов Y и Z, поскольку это очень тонкое движение, я просто создам тонкий поток на кривой, убедившись, что когда кривая переходит от одного крайнего кадра 12 к другому нулевому кадру, она течет правильно. Поэтому я создаю небольшое превышение скорости, нажимая клавишу номер 2 немного вниз. Идея состоит в том, чтобы получить более плавные изменения кривой вместо того, чтобы добавлять очень жестокие изменения в кривой. Так что с кривой Z немного то же самое. Когда я увеличиваю ее, мы видим, что у нас есть пик в конце. Я сглажу кривую вниз, поверну самый последний ключевой кадр, продублирую его на первом кадре. Теперь моя кривая ныряет между нулевым и единицей кадра. Так что я просто немного надавлю на ключевой кадр номер 1 на два передних, чтобы получить более плавный изгиб по всей его форме. Мы не использовали масштабирование, поэтому эти кривые идеально ровные. Так что первый проход полировки сделан для контроллера кузова. Эти изгибы, вероятно, будут скорректированы, когда мы отполируем грудь, бедра и голову нашего персонажа.